Как попасть в будущее? Как вернуться в прошлое? Как замедлить время? Обо всем этом и не только в нашем сегодняшнем видео. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Интересные факты о времени. Слово «секунда» происходит от латинского словосочетания «секунда дивизия», что означает второе деление часа, в 60-ричной системе счисления. Секунда – это интервал времени, равный 9 миллиардам 192 миллионам 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при 0 градусов по Кельвину, абсолютный ноль. В 1 минуте – 60 секунд, а в 1 секунде – 1000 миллисекунд. Часы идут по часовой стрелке, слева направо, потому что именно в этом направлении движется тень солнечных часов. Джон Генри Бельвиль, сотрудник знаменитой Гринвичской обсерватории в Лондоне, додумался еще в 1836 году продавать время. Суть бизнеса заключалась в том, что мистер Бельвиль ежедневно сверял свои часы с точнейшими часами обсерватории, а потом разъезжал по клиентам и позволял им за деньги выставить точное время на своих часах. Поскольку свету требуется время, чтобы достичь нас, все, что мы видим, находится в прошлом. Например, мы видим Солнце, каким оно было 8 минут и 20 секунд назад. Именно столько времени необходимо свету, чтобы добраться от Солнца до Земли. Свет от нашей ближайшей звезды, Проксима Центавра, идет к нам 4 года. Возможно, этой звезды уже нет, но свет еще идет к нам. Иногда в минуте насчитывается 61 секунда. Это происходит в некоторые годы 30 июня или 31 декабря, когда Международная служба вращения Земли прибавляет к времени високосную секунду. Делается это для того, чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному. В древности каждый народ использовал свои способы датировки исторических событий. Например, евреи вели летоисчисление от сотворения мира, римляне начинали отсчет лет от основания Рима, 753 год до нашей эры. Парфяне, вифиняне и селевкиды вели отсчет лет от вступления на трон первого царя. Египтяне, с начала правления каждой следующей династии и так далее. Летоисчисление от Рождества Христова, а вместе с ним и понятие нашей эры появилось в 525 году. Тогда римский папа Иоанн I поручил ученому-монаху Дионисию Малому составить таблицы для расчета Дня Пасхи. В раннем Средневековье в Европе считали годы от начала правления римского императора Диоклетиана, 284 год нашей эры. Вместо даты воцарения этого язычника и гонителя христиан Дионисий Малый взял за точку отсчета предполагаемый год рождения Иисуса Христа. Его он вычислил, руководствуясь текстом Нового Завета. Действовавшее в России летоисчисление от сотворения мира заменил на летоисчисление от Рождества Христова Петр I с 1 января 1700 года. Считалось, что это был 7208 год от сотворения мира. Сегодня все страны используют Григорианский календарь, солнечный календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца. Продолжительность одного цикла принята равной 365,2425 десятитысячных суток, содержит 90 високосных лет на 400 лет. Впервые Григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского. Следующим днем после четверга 4 октября 1582 года стала пятница уже 15 октября 1582 года. Сегодня в литературе также иногда применяется название «новый стиль» и «старый стиль». Россия перешла на Григорианский календарь 14 февраля 1918 года. В календаре за 1918 год нет дат с 1 по 13 февраля. Получается, в том феврале было всего 15 дней. Линия перемены дат проходит условно по 180-му меридиану в Тихом океане. При путешествии через эту линию на запад попадаешь в будущее, на день вперед, в завтра, а при пересечении на восток попадаешь в прошлое. Почему кажется, что с возрастом время идет быстрее? Вот мнение ученых: субъективное время зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает образы. Чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда вы молоды и вокруг много неизведанного, то есть стимулов извне, кажется, что время течет медленно. С возрастом же отставание мозга создает иллюзию быстротечности времени.
Считается, что чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее идет время. Согласно законам физики, вы будете стареть медленнее, если будете путешествовать очень быстро. Если бы вы полетели с Земли к звезде Сириус со скоростью света, а затем вернулись бы обратно, вы бы на момент прибытия были старше на 2,5 года, но люди на Земле постарели бы на целых 17 лет. Жители России привыкли, что время во всех наших многочисленных часовых поясах отличается на целое количество часов. Но за пределами нашей страны можно встретить часовые зоны, где время отличается от Гринвича на целое количество плюс полчаса или даже 45 минут. Например, время в Индии отличается от GMT на 5,5 часов, что в свое время породило шутку: если ты в Лондоне и хочешь узнать время в Дели, переверни часы. Если из Индии переехать в Непал, это GMT плюс 5 часов 45 минут, то часы придется перевести на 15 минут назад, а если в Китай, то GMT здесь плюс 8 часов, которые находятся тут же, по соседству, то сразу на 3,5 часа назад. Как правило, часы в рекламе показывают 10:10 или 8:20. Связано это с тем, чтобы стрелки не закрывали логотип. Кроме того, время 10:10 напоминает смайлик, что на подсознательном уровне положительно влияет на лояльность покупателя. Первые наручные часы были изготовлены в 1812 году. Созданы они были для королевы Неаполитанской. Мастер Авраам Луи Бриге, основатель известнейшей швейцарской фирмы. На протяжении долгого времени наручные часы считались женским аксессуаром. Они были оценены мужчинами в период Первой мировой войны, благодаря удобству сверки времени. Номер високосного года должен быть кратен 4. Существует исключение: года, кратные 100, не високосны. Но есть и исключения из исключения: года, кратные 400, високосны. Человек проводит 1/3 жизни во сне, при условии, что он спит 8 часов в сутки. Например, если человек прожил 90 лет, то 30 лет из них он проспал. В сутках 86 400 секунд, в году 365 дней, это примерно 31,5 миллиона секунд. 70 лет – это примерно 2,2 миллиарда секунд. Не тратьте свою жизнь напрасно. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!